Парламентские выборы 2 марта 2025 года в Таджикистане прошли с высокой явкой, но оставили за собой множество вопросов. Отсутствие реальной оппозиции, отказ ОБСЕ от наблюдения и обвинения в использовании административного ресурса вызвали сомнения в прозрачности голосования. Парламентские выборы в Таджикистане 2025 года должны были стать шансом для народа выразить свое мнение, но вместо этого они превратились в формальность, лишенную реальной борьбы. Народно-демократическая партия Таджикистана, НДПТ, вновь взяла власть в свои руки, потому что альтернативы у избирателей просто не было. Вопрос, который стоит задать, а почему в бюллетенях не оказалось оппозиционных партий? Ответ очевиден: власти заранее зачистили политическое поле, не допустив до выборов тех, кто мог бы составить реальную конкуренцию. Социал-демократическая партия Таджикистана, СДПТ, единственная реальная оппозиционная сила, вообще не участвовала в выборах. В мае 2024 года ее лидер Рахматилла Заиров неожиданно скончался, а его заместителя Шакирджона Хакимова арестовали по обвинению в попытке переворота. Совпадение? Народ в это не верит. Другие партии, участвовавшие в выборах, лояльны власти и не представляют угрозы для режима. Они лишь создавали иллюзию политического выбора. Оппозиционные активисты, блогеры и независимые журналисты оказались либо за решеткой, либо в изгнании. Любая критика власти воспринимается как угроза, а тех, кто говорит правду, жестко преследуют. Получается, что таджикский народ пришел на выборы, но выбирать было не из кого. Вопрос: если у граждан нет права на альтернативу, можно ли вообще назвать это выборами? Но это еще не все. Почему ОБСЕ и другие международные организации отказались признавать эти выборы? Что скрывало правительство Таджикистана? Давай разберем дальше. Парламентские выборы в Таджикистане 2025 года прошли без участия ключевого международного наблюдателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Это тревожный сигнал, который показывает, что процесс голосования изначально был далек от принципов прозрачности и честности. Почему ОБСЕ отказалась отправлять своих наблюдателей? Официально организация заявила, что власти Таджикистана не предоставили необходимые гарантии для беспрепятственного контроля за избирательным процессом. Другими словами, правительство сознательно закрыло двери перед независимыми наблюдателями, потому что боялось, что мир увидит реальную картину происходящего. Но что именно пытались скрыть власти? Никакой демократии, жесткий контроль власти над выборами. В Таджикистане давно сложилась система, при которой любой выборный процесс заранее контролируется правящей элитой. За несколько месяцев до голосования были зачищены любые потенциальные угрозы для власти. Оппозиция уничтожена, независимые кандидаты просто не были допущены до выборов. Региональные администрации получили указания о том, какие результаты должны быть у партий. Государственные СМИ вели пропаганду исключительно в пользу правящей Народно-демократической партии, НДПТ. В таких условиях отправка международных наблюдателей ОБСЕ могла бы привести к громкому международному скандалу. Любые попытки объективного мониторинга выявили бы факты давления, манипуляций и фальсификаций. Правительство сделало единственный логичный шаг — не допустило международных наблюдателей к процессу голосования, чтобы скрыть реальное положение дел. Как проходило голосование без международных наблюдателей? Если независимые наблюдатели были бы допущены на избирательные участки, они могли бы зафиксировать массовые нарушения, которые традиционно сопровождают выборы в Таджикистане. Жирная галочка «Принудительное голосование». Государственные служащие, студенты и работники бюджетных организаций были обязаны прийти на избирательные участки и отдать свой голос за правильного кандидата. Жирная галочка «Фиктивное участие» бюллетени заполнялись не самим избирателем, а представителями администрации. Жирная галочка «Карусели» — многократное голосование одних и тех же людей в разных участках.
Жирная галочка удаления независимых наблюдателей. Гражданские активисты, которые пытались следить за процессом, либо не были допущены, либо получали угрозы. Поэтому отказ ОБСЕ отправлять миссию наблюдателей был логичным шагом. Организация не захотела участвовать в фарсе, который нельзя назвать свободными и честными выборами. Реакция международного сообщества – молчание или осуждение. Западные страны, которые традиционно выступают за демократию и прозрачность выборов, не остались в стороне. Жирная галочка. Представители ЕС выразили обеспокоенность ситуацией и заявили, что отсутствие международных наблюдателей подрывает доверие к избирательному процессу. Жирная галочка. США выступили с заявлением, в котором указали, что выборы в Таджикистане не соответствуют демократическим стандартам. Жирная галочка. Независимые организации назвали эти выборы имитацией демократии, а не реальным политическим процессом. Однако стоит признать, глобальной реакции не последовало. Это не первый случай, когда в Таджикистане выборы проходят с сомнительными результатами, и мировое сообщество давно привыкло к авторитарному стилю управления страны. Это приводит к еще одному важному выводу. Власти Таджикистана чувствуют свою безнаказанность. Они понимают, что даже если выборы будут признаны несправедливыми, никаких серьезных санкций или последствий для режима не последует. Получается, выборы были заранее спланированы так, чтобы обеспечить победу власти, и все, кто мог бы помешать этому плану, были просто устранены либо физически, либо политически. Но как же конкретно правительство обеспечило нужные результаты? Почему народ оказался лишен реального выбора? Разбираем дальше. Использование административного ресурса. Были ли у народа реальные шансы на альтернативу? Парламентские выборы в Таджикистане 2025 года стали еще одним подтверждением того, что демократия в стране – это лишь миф. Вместо честного голосования, конкурентной борьбы и реального выбора власти обеспечили нужный результат при помощи полного контроля над процессом. Главный инструмент, который использовался, административный ресурс. Под этим термином скрывается жесткая система давления на избирателей, манипуляций и подмены результатов. Был ли шанс у народа выразить свою волю? Нет. Потому что изначально процесс выборов был организован так, чтобы исключить любую возможность непредсказуемого исхода. Как власть обеспечила нужные результаты? Выборы 2 марта 2025 года в Таджикистане не оставили сомнений в том, что вся избирательная система страны контролируется правящей элитой. Жирная галочка. Зачистка оппозиции. Мы уже говорили о том, что ни одной реальной оппозиционной партии на выборах не было. Народно-демократическая партия Таджикистана, НДПТ, участвовала в гонке без конкурентов. Жирная галочка. Пропаганда в СМИ. Государственные телеканалы, газеты и радио полностью контролировались властью, ни одного критического материала, никаких дискуссий, только хвалебные речи в адрес президента и его партии. Жирная галочка. Принудительная мобилизация избирателей. Бюджетников, студентов, военных и сотрудников крупных предприятий заставляли идти голосовать под контролем местных чиновников. В день выборов госслужащим проверяли бюллетени, а многие студенты даже не знали, за кого именно голосуют. Жирная галочка. Использование силовиков. На избирательных участках были замечены представители МВД, которые психологически давили на наблюдателей и независимых активистов. Жирная галочка. Манипуляции с бюллетенями. Избирательные урны были заполнены правильными голосами еще до начала выборов. Некоторые наблюдатели заявляли, что протоколы заполнялись заранее, а итоговые цифры просто подгонялись под нужный результат. Вывод. Никакой неожиданности в результатах не было. Все было заранее решено.